цикл раны. Грезы для своей жизни. Греза — это энергетическая система, а также намерения и действия, предпринятые в жизни, с целью манифестировать все то, чего желает человек. Можно думать о грезе как о сообщении, которое отсылается каждым, чтобы сделать его манифестацией. Многие люди сознательно представляют то, чего желают манифестировать в своей жизни. Я формировал грезу на то, чтобы стать известным музыкантом, однако, манифестации этого никогда не происходило, что многие годы вызывало у меня раздражение и озлобленность. Я никак не мог выяснить, что же делал не так, чтобы заставить свою грезу становиться явью. Проблема заключается в том, что почти на всех нас огромное влияние несет наше бессознательное. Наше бессознательное заполнено болью, страхом, стереотипами, мыслеформами разрушения, саморазрушения. Наши предки, и мы сами, очень долго не предпринимали усилий осознать их в себе, подавляя, разделяя себя на свет и тьму, расщепляя, отделяя от себя и отправляя в темный угол бессознательного. Со временем, в этих углах бессознательного спрессовалось столько много боли, страха, гнева, ненависти и злобы, что эта часть нашего «я» стала управлять сознательной грезой. Бессознательное стало обладать огромной силой. Так происходит воздействие бессознательного на сходящую грезу, начиная от ее частичного искажения и кончая полным аннулированием таковой. В бессознательных планах разворачивается больше событий, чем в нашей сознательной реальности, что само по себе означает, что сознательно мы можем выразить к чему-нибудь намерение, но этого никогда не произойдет. Одна из возможных к этому причин заключена в том, что есть темные части нашего бессознательного состояния, которые не хотят, чтобы такая греза происходила. Поэтому имеет место давление, борьба и напряжение между сознательным и бессознательным «я». А поскольку бессознательное, как правило, много больше сознательного «я», пока человек не достигает полного сознания, бессознательное в большинстве случаев выигрывает. Данный способ помогает добраться до некоторых бессознательных частей нашего «я» и привнести их в сознание, интегрировать так, чтобы больше наших сознательных намерений становилось физической реальностью. Работая в этом направлении, вы сможете увидеть, как греза для вашей жизни может быть затронута и искажена кармой, ранами, историями и идентичностями, которые могут оказываться помехой в претворении в свою жизнь того, чего мы желаем. Энергетически, наша греза работает через 4 тонких тела: ментальное, эмоциональное, интуитивное и творческое, и далее транслируется Солнцу, откуда она сходит по планам манифестации, и затем посредством тонких тел, снова захватывается назад, и приводит к манифестации. Чем выше возносится человек, тем больше ускорение данного процесса, но если наши ментальные и эмоциональные тела и заполнены болью, страданием, страхом, злобой, соперничеством, гневом, отчаянием, осуждением, отвержением, то какую же грезу мы собираемся манифестировать? На физическом плане ничто не происходит без грезы, однако большинство людей не осознают энергию, которой обладают, для того чтобы изменять свои грезы, и за счет этого становиться более радостными и реализованными, осуществляя все это посредством исследования своего более глубокого внутреннего «я». Человек может учиться реализовывать себя в качестве грезящего и грезы в процессе разворачивания жизни, в которой создаваемые творения приносят одну только радость. Но для этого необходимо прорабатывать и интегрировать те аспекты своего «я», которыми мы все еще саботируем себя в бессознательном. Я думал, что все делаю сознательно, чтобы сформировать свою грезу, согласно которой стану в жизни известным музыкантом.
Я не знал, насколько сильно было мое бессознательное в работе против меня, и насколько сильными оказались неизлеченные раны при воздействии на мою текущую жизнь. Когда восходящий человек начинает исцелять прошлое, то одновременно излечивается настоящее и будущее, что приводит все разум к согласию, единству и целостности. После того, как мы входим в большую целостность, могут осуществляться и наши грезы. Сейчас я знаю, что большая часть моей грезы о славе была основана на эмоциональной боли. Потребность быть известным сошла на нет, ибо я знаю, что самого исполнения музыки достаточно, и я не должен спасти мир своей музыкой. Я только должен ее играть, а остальные уже классифицируют ее сами. Музыка играется для получения удовольствия, а не для того, чтобы делать из нее сеанс психотерапии. Лучше проделывать внутреннюю работу подальше от сцены, в комфорте своего дома, и позволить исцелению проникать через музыку. Греза к тому, чтобы исцелять других посредством музыки, стала сейчас той грезой, которой я излечиваю себя, и позволяю музыке отражать такое исцеление, а также разделять с другими радость и исцеление через музыку. Это те большие изменения, которые дают радость и осуществление для меня самого, и тех, кто может разделять со мной ритмы в мелодии, гармонии и реалиях. Потенциальный способ рассматривать, кто мы есть, заключается в том, чтобы рассматривать себя как совокупность внутренних мужских и женских аспектов своего «я», которые постоянно напоминают нам, что они травмированы и испытывают нужду. А это переводится в нашу повседневную жизнь, как уже являющуюся такой, где мы часто действуем из раненого пространства, или чувствуем, что недостаточны. Поскольку мы начинаем с этим работать и излечивать представителей внутренней семьи, мы можем выходить из рамок горя, боли, гнева, страха и необеспеченности и двигаться в целостность и осуществление, достигая большего внутреннего мира, который отразится назад в нашем внешнем опыте. Надеюсь, что данная информация окажется полезной на вашем пути в целостность.